В деревне Заречье стоял старый деревянный дом с небольшим огородом и сараем у края участка. Здесь много лет жила семья Ковалёвых и их беспородная собака Лада. Рыжая, крепкая, с белой грудью и внимательными темными глазами. Когда-то Виктор Ковалёв нашел ее щенком у проселочной дороги и принес домой. Лада выросла преданной собакой, охраняла двор, встречала хозяев у калитки и сопровождала Виктора в лес. Пока семья жила в деревне постоянно, ей хватало еды и заботы. Но после закрытия местной пилорамы Виктор лишился работы, здоровье стало ухудшаться, а их взрослый сын Андрей предложил родителям переехать к нему в город. Ковалёвы долго не решались, однако денег становилось все меньше, и в конце лета они начали собирать вещи. Корову продали, кур раздали соседям, мебель частично вывезли. В это время стало ясно, что Лада ждет щенков. Ольга просила мужа заранее найти для собаки новый дом, но Виктор все откладывал, надеясь, что будущие покупатели участка заберут ее вместе с домом. За неделю до отъезда Лада устроилась в сарае на старой соломе и родила 5 щенков. Они были совсем крошечными, слепыми и почти все время прижимались к матери. Ольга поставила рядом миску с кашей и большую кастрюлю воды, а Виктор пообещал договориться с соседом Петром, чтобы тот присматривал за собакой. Пётр действительно согласился иногда заглядывать во двор, но кормить Ладу ежедневно и отвечать за щенков не обещал. Виктор не стал уточнять это жене. В день отъезда все спешили. Андрей приехал на фургоне, коробки быстро переносили из дома, потому что к вечеру ожидался дождь. Лада беспокойно бегала между сараем и калиткой, поэтому Виктор пристегнул ее цепь к металлическому кольцу возле стены. Цепь позволяла добраться до сарая, миски и навеса. Рядом он оставил мешок сухого корма, а Ольга наполнила водой кастрюлю. Каждый думал, что другой обо всем договорился. Когда машина тронулась, Лада бросилась следом, но цепь резко остановила ее. Она лаяла, скулила и тянула ошейник, пока фургон не исчез за поворотом. Потом вернулась к щенкам и легла рядом, словно все еще ждала, что хозяева скоро откроют калитку. Первые дни корма и воды хватало. Пётр один раз зашел во двор, подсыпал гранулы в миску и решил, что Ковалёвы скоро вернутся. Затем он уехал к дочери в районный центр. Началась жара. Вода быстро закончилась, а тяжелая кастрюля однажды опрокинулась, когда Лада задела ее цепью. Собака стала лаять при каждом звуке за забором. Но дом стоял на окраине, и ее почти никто не слышал. Щенки требовали все больше молока, а Лада быстро худела. Она боялась надолго отходить от них и ела мало. После сильного ливня открытый мешок намок, корм превратился в липкую массу и начал портиться. Собака собирала языком капли с досок и пила грязную дождевую воду из углублений возле сарая. Щенки уже открыли глаза и пытались ползать по соломе. Один, самый маленький и серый, заметно слабел. Он часто оставался в стороне, пока остальные толкались у матери. Лада подтягивала его к себе носом, вылизывала и согревала, но молока становилось все меньше. Однажды мимо участка проходила пожилая Анна Сергеевна. Она услышала хриплый лай и узнала Ладу, которую раньше часто видела возле автобусной остановки. Женщина позвала хозяев, но никто не ответил. Через щель в калитке она заметила собаку, мечущуюся между входом и сараем. Анна Сергеевна знала, что Ковалёвы собирались переезжать, однако была уверена, что животное они забрали. Калитка оказалась заперта. Тогда она позвала соседа Николая, который принес лом и снял замок с петли. Возле сарая оба остановились. Лада была сильно истощена. На шее под ошейником образовалась воспаленная полоса. Миска стояла пустой, а в испорченном корме копошились насекомые. Из сарая доносился слабый писк. Анна Сергеевна заглянула внутрь и увидела 5 щенков. 4 подняли головы, а серый лежал почти неподвижно у стены.
Женщина осторожно взяла его на руки и почувствовала слабое дыхание. Николай налил Ладе воды из канистры, не позволяя пить слишком быстро, затем отстегнул цепь от кольца. Собака могла убежать, но не сделала ни шага от сарая. Она смотрела на щенка в руках женщины и тихо скулила. Анна Сергеевна позвонила районному ветеринару Ирине Павловне. До ее приезда щенков перенесли в сухую коробку, постелили одеяло, а Ладе дали теплую воду и немного вареного мяса. Собака ела медленно и постоянно оглядывалась на малышей. Ветеринар обработала рану на шее, осмотрела щенков и сказала, что еще одна ночь без помощи могла закончиться гибелью всей семьи. Самого слабого малыша нужно было кормить смесью каждые несколько часов, поэтому Анна Сергеевна забрала его в дом. Остальных вместе с Ладой перевели в ее чистый летний сарай. Первое время собака тревожно прислушивалась к каждому звуку и не хотела выпускать щенков из виду. Анна Сергеевна приносила серого малыша после каждого кормления, и Лада долго его вылизывала. Через несколько дней он начал двигаться увереннее, а сама собака стала лучше есть. История быстро разошлась по деревне. Люди приносили корм, старые одеяла и пеленки. Николай сфотографировал Ладу со щенками и связался с волонтерами районного приюта. Те нашли номер Андрея и позвонили семье. Ковалёвы пытались объяснить, что сосед должен был присматривать за собакой, а корм оставили с запасом. Но настоящей договоренности не существовало, и это было очевидно. Когда Виктор и Ольга приехали в деревню, Лада узнала их. Она поднялась, несколько секунд смотрела в их сторону, но не подошла, а затем вернулась к щенкам. Виктор предложил забрать ее позже, когда найдется подходящее жилье, однако пока хотел снова оставить на участке. Анна Сергеевна отказалась отдавать собаку на цепь. Ее поддержали ветеринар и волонтеры, готовившие заявление о жестоком обращении. В итоге Ковалёвы подписали отказ от Лады и щенков. Через месяц собака заметно поправилась, рана зажила, а в ее взгляде исчез постоянный страх. Щенки росли крепкими и любопытными. 4 постепенно пристроили в добрые семьи, а самый слабый серый щенок остался у Анны Сергеевны вместе с матерью. Его назвали Тишкой. Лада больше никогда не жила на цепи. Она свободно ходила по двору, спала в теплых сенях и каждое утро сопровождала новую хозяйку до калитки. Иногда при звуке машины собака все еще смотрела на дорогу, но уже не скулила и не пыталась бежать следом. Теперь она знала, что рядом есть человек, который однажды услышал ее слабый лай и не прошел мимо.